Армия. Искусство войны вновь приходит к тебе. Этот ролик о завершающем оружии из русского трио АЕК, Калаш, Абакан. Поговорим же, чем таким АН-94 выделяется на фоне обыденности, что делает его выдающимся и уникальным оружием. Несмотря на развитие военной техники, высокоточного оружия, роботизированных систем вооружения, стрелковое оружие остается основной поражающей силой пехотных подразделений. От того, насколько хорошо будет вооружен солдат-мотострелок, часто зависит исход не только конкретного боестолкновения, но и всей кампании. Автоматический карабин АН-94 Абакан калибра 5,45 мм, созданный оружейным конструктором Никоновым. Это пример современного российского стрелкового оружия, предназначенного для настоящих профессионалов. АН-94 обладает феноменальной точностью, но при этом оружие предъявляет очень высокие требования к подготовке бойца и его оружейной культуре. В настоящее время Абакан стоит на вооружении специальных подразделений ВС и МВД России. Уже в конце 70-х годов стало понятно, что возможности модернизации советского стрелкового оружия исчерпаны, и автомат Калашникова не удовлетворял требованиям того времени, не говоря уже о ближайших перспективах, когда советская армия принимала на вооружение патроны калибра 5,45, то подразумевалось, что в ближайшем будущем под эти боеприпасы будут созданы новые образцы стрелкового оружия АК-74, разработанный под патрон 5,45, имел большую скорость пули и настильность ее траектории, но и его характеристики не удовлетворяли военных. Основной проблемой было то, что вторая и третья пуля обычно уходили в сторону от цели. В 1978 году начался конкурс по созданию автомата с эффективностью стрельбы в 2 раза выше, чем у АК-74. Говоря другими словами, конструкторам нужно было создать автомат с кучностью в 5-10 раз выше, чем у АК-74. В 1981 году был объявлен еще один конкурс. Он получил название «Абакан». Среди образцов, представленных на испытаниях, были модели, созданные по классической схеме, автоматы со сбалансированной автоматикой и образцы со смещенным импульсом отдачи, среди которых были автоматы Никонова и Стечкина. Оружие, выполненное по классической схеме, показало результаты далекие от требуемых. Сбалансированная автоматика улучшала кучность стрельбы, но она все равно была ниже, чем требовалось в задании. Только схема со смещенным импульсом отдачи полностью соответствовала техническому заданию. Лучшим среди представленных образцов был признан автомат, разработанный ижевским конструктором Никоновым. В 1986 году Никонов представил усовершенствованный вариант своего оружия, а в 1991 году в Таманской дивизии начались его испытания. Они показали, что точность автомата Никонова в несколько раз выше, чем у АК-74. Даже неопытные стрелки показывали более высокие результаты. В 1994 году автомат Никонова был взят на вооружение и получил обозначение АН-94 Абакан. Изначально планировалось сделать АН-94 основным оружием российской армии и заменить им морально устаревшие АК-74. Однако этого не случилось. Абакан начали выпускать серийно, но массовым оружием он так и не стал. Причина очень проста. Автомат Калашникова отличается простотой и невысокой стоимостью. Его разборку проводят даже школьники на уроках военной подготовки. Конструкция Абакана гораздо сложнее и требует от бойца довольно высокой технической культуры. Поэтому АН-94 стал оружием элитных частей российской армии и специальных подразделений МВД. В настоящее время перспективы этого оружия довольно туманны. Абакан действительно обладает преимуществом по точности стрельбы перед любыми модификациями автомата Калашникова, да и перед многими образцами зарубежного оружия. Но вооружать им призывников – это не слишком хорошая идея. АН-94 отлично подходит для проведения специальных операций, во время которых важна точность, а не плотность огня. В настоящее время созданы другие образцы стрелкового оружия, которые лучше подойдут для перевооружения массовой призывной армии. Своей формой АН-94 Абакан очень напоминает автомат Калашникова.
Схема автомата классическая с передним расположением магазина, а пистолетная рукоять со спусковым механизмом находится сзади. На месте ложа у АК-94 находится кожух лафетного типа. Внутри него по направляющим движется ствол, соединенный со ствольной коробкой. Автоматика работает за счет свободного отката стреляющего агрегата, состоящего из ствола и ствольной коробки. Ствол запирается поворотом затвора. Конструкция автомата разработана так, чтобы отдача воздействовала на оружие после того, как пули покинут ствол. Ствольная коробка содержит затворную раму, затвор и курковой механизм. Предохранитель-переводчик огня разделены. Они расположены с левой стороны корпуса. Корпус Абакана изготовлен из стали и ударопрочного пластика. Внутри корпуса под ствольной коробкой располагается возвратная пружина, поэтому магазин смещен вправо. Под стволом находится рычаг, который поддерживает ствол во время его отхода назад, после выстрела. Принцип его работы взят из артиллерии. Абакан имеет 3 режима ведения огня: одиночный, автоматический и с отсечкой 2 выстрелов. При режиме огня в 2 выстрела темп стрельбы может достигать 1800 выстрелов в минуту. При стрельбе очередями 600 выстрелов, что равняется темпу автомата Калашникова. Прицельные приспособления состоят из диоптрического целика и мушки в намушнике. Питание АН-94 производится из штатных магазинов от АК-74 или РПК с емкостью 30 и 45 патронов. Приклад выполнен из ударостойкого пластика, он может складываться. На Абакан можно устанавливать подствольный гранатомет. Штык-нож расположен не снизу, а справа. АН-94 снабжен необычным дульным тормозом-компенсатором замкнутого типа, который своей формой напоминает восьмерку. На автомат могут быть установлены разнообразные ночные и оптические прицельные приспособления. После первого выстрела стреляющий агрегат откатывается назад и подает в ствол патрон из специального промежуточного патронника. Почти сразу же происходит и второй выстрел, и только после этого затворная рама ударяет в заднюю часть корпуса, и стрелок ощущает отдачу, и она не влияет на точность 2 выстрелов. Если оружие работает в режиме автоматического огня, то перезарядки второго патрона при откате не происходит. В данном случае имеется своеобразная особенность. Автомат АН-94 Абакан 5,45 мм двухтемпового типа, как индивидуальное оружие, служит для поражения групповых и одиночных целей на дальностях до 1 км. Это является значительным параметром. За счет большей длины прицельной линии он превосходит АК-74 и в 1/2 раза винтовку американского производства М16. Последняя считается одной из самых точных винтовок среди стрелкового оружия мира. АН-94 Абакан значительно превосходит АК в режиме стрельбы 2 патронами. Точность оружия в этом случае действительно впечатляет. Хороший стрелок на дистанции в 100 метров может положить 2 пули практически в одно отверстие в мишени. Однако при режиме одиночной автоматической стрельбы Абакан практически не имеет преимущества перед АК-74. Ведение стрельбы с отсечкой по 2 патрона существенно повышает эффективность оружия. Однако конструкция и разборка автомата гораздо сложнее, чем у АК-74. При разборке АН-94 делится на 13 деталей. Дульный тормоз-компенсатор весьма эффективен, но и чистить его очень сложно. Несмотря на это, Абакан очень надежен и в умелых руках является действительно весьма эффективным и грозным оружием. Следует обратить внимание на эргономику Абакана. Она ничем не лучше, чем у автомата Калашникова, и значительно уступает лучшим мировым образцам стрелкового оружия. Уже к 2000 году АН-94 состоял на вооружении отдельных военизированных частей МВД и армии, в частности в спецподразделениях ДОН, ОСН «Витязь» и Ижевского СОБР. Так как конструкция автомата достаточно сложная, эксплуатация требует повышенного умения. Полный переход на эту модель не планировался. Дальнейшую перспективу этого оружия не совсем видно. С одной стороны, автомат АН-94 наделен некоторыми очевидными преимуществами перед находящимся на вооружении АК и его модификациями.
С другой, есть некоторые сложности в конструктивном исполнении. Тем не менее, автомат Никонова вызвал живой интерес иностранных производителей оружия. Это является достоверным фактом. Он превосходит многие виды стрелкового оружия, находящиеся на вооружении других стран. На конкурсе данная модель показала свои преимущества, главным образом не во время штурмового боя, а при отражении нападения на укрепленные пункты за счет точности короткой очереди. Это там, где крайне важна не плотность кучного огня, а надежность поражения одиночных целей. Существуют подобные конструкции, которые с успехом могут быть использованы для массового армейского перевооружения. Вероятным конкурентом АН-94 считается модель АЕК-971, в котором сбалансирована автоматика. Однако в АЕК-971 несколько хуже кучность при короткой очереди, чем у Абакана. В этом плане есть и определенные преимущества. Это заключается в том, что АЕК-971 во время стрельбы длинными очередями превосходит АК-74 и Абакан. При этом данный аналог есть проще, легче и дешевле АН-94. Есть еще модификация АК-108 и АК-107, которые обладают сходством с АЕК-971 и имеют усовершенствованную автоматику. Из преимуществ АН-94 стоит отметить: штатный патрон способен обеспечивать достаточно высокое убойное и пробивное действие пули, удобная система прицеливания и стрельбы, обладает неплохой прикладистостью, имеет более высокую точность и кучность стрельбы, чем у АК, особенно при стрельбе фиксированными очередями, практически неощутима отдача. Вследствие этого, проводя выстреловыми очередями фиксированного типа, можно автомат держать в руках без плечевого упора. Достаточно мягкий звук выстрелов. Дальность стрельбы АН-94 по эффективности АК превосходит в 1,2–1,3 раза. Кроме плюсов, у этой модели есть и минусы. А это заключается в том, что конструкция АН-94 по сравнению с АК сложнее. Это негативно сказывается на его надежности. Например, более чувствительная к загрязнению детали. По сути, высокая кучность стрельбы из очереди только с первых двух выстрелов. Остальные же имеют разброс близкий к АК. ТТХ автомата Абакан. В данном случае указанное оружие обладает характеристиками: калибр 5,45 мм, под патрон 5,45 на 39, начальная скорость пули 900 метров в секунду, прицельная дальность стрельбы 800 метров, длина 943 мм, при сложенном прикладе 728 мм, масса автомата с магазином незаряженным 3,82 кг, магазин коробчатый на 30 патронов от АК-74 и на 45 от РПК-74 или четырехрядный на 60. Темп стрельбы 1800–600 выстрелов в минуту. Прицельная дальность стрельбы с открытого прицела 700 метров. Дальность прямого выстрела по фигуре бегущей грудной 625–440 метров. Регулируемый диоптрический прицел. Автомат Никонова АН-94 вызвал интерес иностранных разведок. Это способствовало тому, что зарубежным, в том числе и американским, оружейниками были разработаны современные автоматические оружия. Основной причиной этого является применение в АН-94 нового принципа действия. Это заключается в асимметричности во времени импульса отдачи. По мнению же самого конструктора, данное оружие можно подвергнуть разборке и копированию. Однако указанный принцип не удастся разгадать еще много лет. На этом все, друзья. Обязательно посмотрите видео об отечественных конкурентах Абакана. Да пребудет с вами весеннее настроение. Мир, труд, май. До скорой встречи!